Привет, мои дорогие. Как я и говорил, на вечер у нас сводки, все сводки с фронта. Ну и, соответственно, заголовок соответствующий. Штурм Гуляйполя начался. Начался он еще вчера ночью. Дорогие мои, об этом я уже более подробнее расскажу. Но давайте начнем с кипиша и паники, которые идут уже у нациков в нациковском лагере. Такой скорости продвижения врага я давно не помню. Это заявляет замкомандира 3-го армейского корпуса Жорин. Пока все обсасывают переговоры и каждый пункт отдельно, фронт никуда не делся. Ух ты! Ничего себе, хоть кто-то в Украине это понимает. И ситуация там двигается только в худшую сторону. Ничего себе, хотя он не на фронте сидит, да? На некоторых участках в отсутствии срочных изменений будет уже критическая ситуация. Да, она уже критическая, он просто даже не в теме. На самом деле такой скорости продвижения врага я давно не помню. Вопрос сейчас не в потере некоторых населенных пунктов, а в целом в значительном ухудшении оперативного положения. Точнее, улучшение оперативного положения. Они не пишут об ухудшениях себя, они пишут об улучшениях врага на целых направлениях, написал Жорин, дорогие мои. Окей, поехали теперь по каждому направлению. На Днепропетровском направлении россияне захватили населенные пункты Тихое и Отрадное. Войска России продвигаются к Покровскому, важному узлу логистики и обороны ВСУ. Южнее в Запорожской области поступают данные о заходе российских сил и боях в Гуляйполе. Это родина батьки Махно, если кто не в курсе, дорогие мои. Поехали дальше. Северское направление. У нас тут тоже много чего интересного. На северском направлении российские войска штурмуют Северск. Уже Северск. Фиксируется активность россиян в застройке, а коммуникации ВСУ атакует БПЛА. Как развивались события, это пишет непосредственно сам Military Public украинский. В октябре российские силы продолжили сжимать тиски вокруг Северска. На северном фланге бои сконцентрировались у русла Северского Донца, а на юге армия России теснила силы обороны под Звановкой. К 4 октября россияне захватили Федоровку, а через 2 дня окончательно взяли Кузьминовку. Продвинувшись на подступах к Звановке, параллельно с этим российские подразделения вытеснили ВСУ из важного узла украинской обороны Выемки. Это позволило им впоследствии взять крупный карман между селом и соседним Переездным, а затем и выйти непосредственно к Северску. Позже российские войска зашли в Звановку, завязав бои за село, продолжались до второй половины ноября. На северном фланге россияне к 25 октября захватили Рудник и Дроновку, создав еще один устойчивый плацдарм на левом берегу Северского Донца. Затем последовал рывок на Платоновку. Все это время шла подготовка к боям уже сам Северск. И к середине, точнее за сам Северск, и к середине ноября российские силы не только продвинулись почти до центра, но и начали устраивать засады на окраинах города. Идем на Лиманское направление, дорогие мои. На Лиманском направлении россияне продвигаются в районе Емполя и в сторону Деброва. ВСУ контратакуют, но пока безрезультатно. У меня в Телеграме есть видео, я не могу их сюда вставлять, потому что заблокируют вообще все видео. Есть видео, где показывается, сколько техники сожженной ВСУ на подъезде в Мирноград. Севернее Лимана российские войска атакуют населенный пункт Яровая, Добрышева или Доброшева, или Дробышева, точнее, и Ставки, дорогие мои. Идем на Запорожское направление. На запорожском направлении российские войска прорвались на бронетехнике к центру Новоданиловки. Это первый заметный сдвиг на данном участке фронта с момента наступления на Малую Токмачку. Результат атаки пока неизвестен. В Малой Токмачке сохраняется серая зона, продолжаются бои малых групп. Военные эксперты отмечают, что в случае захвата Новоданиловки и Малой Токмачки появляется угроза штурма Орехова, поскольку часть оборонительного пояса города проходит как раз через
Новоданиловку. На западном фланге россияне продвинулись в Степногорске и Приморском. Поехали на Покровское направление. У нас на Покровском направлении российские войска после захвата Владимировки продвигаются в Шахово, атакуя населенный пункт с востока, запада и юга, заняв большую часть поселка. Также россияне продвигаются к Софиевке, чтобы зайти в село. Ситуация напряженная, отмечают украинские эксперты, дорогие мои. Поехали еще, это еще не все у нас о фронте. В Дмитрове войска России продвинулись как на западных, так и на восточных окраинах котла с очевидным стремлением рассечь окруженную группировку на две части по классике. Попутно зачищается Карман к югу от Дмитрова. В Гуляйполе продолжаются бои на окраинах города. Россияне усиливают нажим. За сутки освобождено более 30 километров территории. Штурм Гуляйполя начался даже раньше ожидаемого. К северу от Гуляйполя ВСУ продолжают откатываться, за реку Гайчур. Северские силы 3-й армии зашли в северную часть города и ведут бои в городской застройке. Также штурмовые группы ведут бои в юго-восточной и южной части города. История северского выступа близка к завершению. После освобождения Северска выступ исчезнет из сводок. Также россияне перерезали дорогу на север к западу от Закотного. Как вам? Позитивные такие новости, да? Поехали дальше, дорогие мои. Портал Axios, уже уходим с фронта туда, в политику. Немного ее. Я вам как раз выдал хорошую порцию сегодня. Там еще Зеленский опять делает какие-то страшнючие заявления, что там кто-то приехал. Об этом я вам в конце расскажу. Портал Axios опроверг распространяемые в ряде СМИ слухи о том, что глава РФПИ, спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев, якобы сообщил им подробности предлагаемого США плана по урегулированию на Украине. Ранее в ряде СМИ появились статьи, в которых утверждалось, что Дмитриев якобы передал порталу подробности предлагаемого плана Вашингтона. Вот видите, как они делают? Гончаренко губошлеп сдал, причем всем СМИ. Да он в своем телеграме, он даже бежит быстрее всей планеты. Он это все сдал, а потом давайте на Дмитриева напишем, что это сделал Дмитриев. Хотя Дмитриев 100% не будет от себячины заниматься. А Россия, вы же знаете, там из них не выдавишь и слова никакого. Там чуть-чуть можно с того Пескова, который и так вот петляет, так что ты его ни на одном слове не поймаешь. И да, конечно же, Дмитриев, который на контакте постоянном, с разницей в часовом поясе, да, там, с Москвой, будет сдавать, да, то есть что за бред вообще. И, дорогие мои, помните этот чешский кейс, который на дронах заработал? Я же вам говорил о том, что если начнут копаться, то выйдут на украинцев. Пожалуйста, Константин Пиляев и Алексей Колесник. Такие именно, два чеха, да? Посмотрите, дорогие мои. Это те, кто, как это говорится, дроны продавали в 2 раза дороже китайские в Украину. Так знаете, где деньги-то брали на эти дроны? Это же бегали там всякие чумы странные и страшные. Замес был в Одессе, когда они бегали там под горосполкомом, да, и требовали от него, это Дума у нас так в Одессе тоже называется Дума. В Одессе есть Дума. Как в Москве есть Дума, так и в Одессе есть Дума. И Думская площадь тоже есть. И вот они там собирались и кричали: гроши на дроны, гроши на фронт. А потом эти бабки они отправляли вот этим вот чехам, и чехи умножали на 2, откат, все получили на карман. Так вот, когда я начал рассказывать об этих схемах, что происходит, меня там поддержала одна одесская депутатка, и на нас губошлеп Леша на двоих наклепал 2 статьи. Что она поддерживает одесского ватника, да, который сбежал там, который обзывал ВСУ бандой. Есть эти статьи, можете почитать. Вот. Это еще 2023 год, дорогие мои. Это когда я еще тогда говорил, что эти бабки они пилят. Пожалуйста, уже чехи поймали этих тьмарей. Но они их поймали, потому что эти конченые не заплатили 5 миллионов. Это чтобы вы понимали.
И вот так вот эта схема работала. То есть выходят они туда к горосполкомам, начинают типа митинговать, город выделяет бабки, они... Ну, их Филатов, он так их именно матом посылал, ну, в Днепре. Другие, конечно, там, хендехох, сдавались, отдавали бабки, и все. И бабки пилились, уходили туда на Чехию, X2 цена, да, напополам, и понеслась. Вот так это и работало. Я же говорил, что будет неудивительно, если мы найдем концы в Украине. Поехали. Россия начала использовать новый аэродром для запусков Ту-95МС. Это пишут украинские мониторинговые паблики. Время подлета ракет сократилось до 2,5 часов. Авиабаза «Оленя» больше не является основной для вылетов российских Ту-95МС. У нас сейчас какой-то штормовой ветер, что у меня там колбасит эти, как они там, жалюзи, и такой звук слышен, и высаживает реально. Во время ракетных атак 30 октября и 19 ноября самолеты взлетали уже с другого, пока не раскрытого аэродрома. Дорогие мои, пока я вам читаю, уже поднялись тушки и миги. Потому что черти запустили 200 с чем-то дронов в сторону России. И «Зеленая гнида» делала объявление, что реагируйте на тревоги. Потому что получил сигнал, что вот вылетело, да, там куча их самолетов. Я вот сегодня разговаривал там с одним, ну, там, знакомым, который в Одессе, да, сидит. Говорит, у нас сегодня включили отопление. Я говорю, сегодня и погасят. Примерно это и происходит сейчас. Так что, говорю, радуйся, что у тебя его это. Ну и вот сегодня ночью начался штурм Гуляйполя. Атака идет с 3 направлений: севера, востока и юга. К утру части россиян сумели закрепиться в северных и восточных окраинах города. По Гуляйполю плотно работает авиация, ФАБы и крупный калибр, артиллерия и БПЛА. Дорогие мои. Окей, по фронту мы пробежались, по политике все смотрят на то, что там Зеленский радуется, что обрезали там -9 всяких этих, ну, хотя ему легче не будет. Второе, Трамп его зовет уже на загиб, а он отказывается. Он говорит, что типа он не может туда идти, ну, туда ехать, потому что ему нужно дорабатывать пункты. Да потому что он прекрасно понимает, как его нагнет Трамп, раз. И второе, ну вот я сейчас вот именно эту цитату вам. Что сказал Зеленский? Сославшись на необходимость более детально проработать планы, предложил прилететь на следующей неделе. А потому что они тянут это раз, и они же должны на этой неделе подписывать, да, там послезавтра они должны подписать. А он, смотрите, как петляет. Так, ну, сейчас я посмотрю, что там Трамп сделает. Петляет, потому что англичане говорят, там, типа, чувак, пока ты никуда не летишь. Интересненькое, да? Ну вот его заявление непосредственно о том, что в эти дни и недели очень важно внимательно относиться к воздушным тревогам. Ну да, скотина отправила кучу там сотни дронов, и очень важно. Вот. Ну и Трамп сегодня созванивался с Си. Слушай, я только что провел очень хороший телефонный разговор с президентом Си из Китая. А где у нас еще президент Си? Так он не президент. Он же этот у нас генеральный секретарь, да? Там же у них партия, и он генсек там в этой партии. Ну, мне нравится это с президентом Си, который из Китая. А где у нас еще есть президент Си? Не припоминаю. Мы обсудили многие темы, включая Украину, Россию, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты. Он все время этот фентанил пихает на кого угодно, чтобы потом зацепиться за это. Причем здесь Китай к фентанилу. Мы заключили хорошую и очень важную сделку для наших великих фермеров, и она будет только улучшаться. Наши отношения с Китаем чрезвычайно сильные. Этот звонок был продолжением нашей крайне успешной встречи в Южной Корее. Да, именно. Они там 45 минут поговорили. Это с учетом переводчика, дорогие мои. 3 недели назад. С тех пор был значительный прогресс обеих сторон в поддержании наших соглашений актуальными и точными. Теперь мы можем сосредоточиться на общей картине. С этой целью президент Си пригласил меня посетить Пекин в апреле
что я принял и ответил взаимностью, согласно которой он будет моим гостем с государственным визитом в США позже в этом году. Мы согласились, что важно, чтобы мы общались часто, и я с нетерпением жду этого. Спасибо за внимание к этому вопросу. Ну и, Боже, там, храни Америку и так далее. А в это время, дорогие мои, полетели вот где-то за 2-3 часа до записи новостей полетели туда Б-52, ну там какой-то новый, F-35 туда полетели и еще куча. В Венесуэлу, чтобы вы понимали. Пока он там, видно, поговорил с Си, не договорился, да, написал вот это вот, ну, типа, чтобы снять с себя ответственность, да, какую-то, и отправил туда на Мадуро. Так что, ну, как бы, дорогие мои, Трамп во всей своей красе. Ну, и заявление Стефанчука, которое он сегодня сделал, что конфликт закончится только тогда, когда Украина вернет Крым. На. Черт сраный. Вот и все. Окей, дорогие мои, это, наверное, самые быстрые новости за последнее время, потому что по политике я вам развалил в самом начале. Вот, и много там было, почти под 40 минут, наверное. И по фронту вот сейчас. Ну и вот пишут, что баллистика летит около 10 калибров, а также предварительно тушки совершили пусковые маневры. И в небе над Украиной более 50 БПЛА. Сегодня Одессу, конечно, накрывали хорошо. Очень громко, очень много. Сбивали прямо над городом, как говорят одесситы. Ну, короче, жарко будет. Да? То, что там порадовался за отопление, я думаю, что его уже завтра не будет, этого отопления. Ну, точнее, сегодня для нас всех, дорогие мои. Так что печальная картина, на самом деле. Опять же, хочу сказать, что все те решения, которые принимает Зеленский днем, потом отражаются на украинцах ночью. Окей, дорогие мои, обязательно подписываемся. Хочу ответить вот тем, кто постоянно спрашивает, на какую я камеру снимаю и так далее. Я записал отдельный шортс, я его выложу завтра и посмотрите. Всех обнял, дорогие мои.